Приветствую тебя, дорогой зритель! Сегодня на обзоре новинка от бренда Kubot смарт-часы Kubot N1. Серия смарт-часов у Kubot не удивляет. Были и C3, и моделька C5, вот как у нас сейчас в руках. Ну а сегодня мы будем обозревать Kubot N1. Приходят они вот в такой вот упаковке из картона, но внешне как будто обтянута какой-то тканью. Здесь надпись Smartwatch, а с обратной стороны указан цвет Black, черная и модель N1. В комплекте мы получаем сами часы с силиконовым ремешком, кабель с магнитной зарядкой и инструкция пользователя, которая включает в себя русский язык. Цена этой новинки $35.99 на момент обзора. Ссылку на эти часы оставляю в описании под видео. Эти смарт-часы обладают современными функциями и доступны по цене. Во-первых, у них влагозащита, во-вторых, они умеют мерять не только ваш пульс, но и измерять кислород. Причем было замечено, и дальше я вам продемонстрирую, что здесь не только зеленый светодиод, а для измерения кислорода здесь специально встроен красного цвета светодиод. Вот так выглядит магнитная зарядка. Ее длина составляет около 60 сантиметров. С обратной стороны у нас USB, а здесь магнитный коннектор. Поднеся к часам, она коннектится и уже происходит зарядка. Зарядка длится около 2 часов, а держит в активном режиме около 2 недель. Ну а если отключить сканирование и слежение за вашим пульсом, то может прожить до 60 дней. Смарт-часы имеют круглый дисплей. Верхняя часть корпуса выполнена из металла. 2 боковые кнопки, 4 шестигранника, а нижняя часть выполнена из пластика. Здесь находятся контакты для зарядки, считывания пульса. К сожалению, датчика определения снятия с руки здесь нет, поэтому даже если вот так вот они будут у вас лежать на столе, они будут чудом измерять у поверхности, на которой лежат, пульс. Это их минус. Но плюс, что они точно показывают сердцебиение, пульс ваш, если вы их носите на руках. То есть у них датчика, еще раз, определения нет, но пульс они меряют точно. Также измерял и точность по измерению кислорода в крови. Ремешок очень толстенький, крепкий, выполнен из силикона и ширина его 22 мм. Быстросъемные замки, очень легко заменить и подобрать любой на сайте AliExpress, если вдруг вам по какой-то причине не подойдет. Очень понравилось, что здесь очень крепкая защелка, замок и специальный двойной захват для лишнего ремешка. Здесь очень много отверстий и на любой размер руки можно подобрать. Вот на самый последний, если одеть, то очень на огромную мужскую крепкую руку подойдет. Если измерить диаметр внутри кольца, то он составит практически 7,8 миллиметров. 7,5, если вот так в среднем взять, то на огромную руку спокойно подойдет. Замок очень крепкий, держится все надежно. Сами часы по своему размеру это 4 сантиметра и 8 миллиметров. Но это размеры корпуса, а диагональ экрана составляет 1,28 дюйма. Дисплей круглый, покрыт внутри стеклом, и это очень хорошо видно, как он отражает. И верхняя часть корпуса приподнята над стеклом, металлическая, поэтому это уже будет защищать. Никакой пленки в комплекте нет, лишь та заводская, которую нужно снять, чтобы что-то увидеть. Есть функция активация при поднятии. Как только мы поднимаем, смарт-часы загораются и через несколько секунд гаснут. Это удобная функция, чтобы посмотреть время. Дальше мы познакомимся с меню, но давайте обратим внимание еще на 2 механические кнопки. Одна здесь с изображением стрелки вверх, вторая просто черная. Нижняя кнопка дает быстрый доступ к тренировкам, а с помощью верхней кнопки у нас можно просто активировать экран и выключить. Остальное же управление мы производим свайпами. Если же на экране, когда включен Watch Face, сделать свайп снизу вверх, то мы можем просмотреть полученные сообщения, которые приходят нам от смартфона, но предварительно нужно установить мобильное приложение. Кстати, чтобы его скачать, у нас есть специальный QR-код. Дальше тоже познакомлю вас с мобильным приложением. Вот, к примеру, последнее сообщение. Марина Ерохина на связи. Перезвоните. Шрифт мелкий, не меняется, ответить с этих смарт-часов нельзя. Просто получили уведомление и дальше решаем, нужно ли доставать смартфон или нет. Возвращаемся на главный экран, свайпом слева направо. Теперь если сверху вниз, то у нас есть быстрый доступ в меню. Это режим «Не беспокоить», режим настроек, это найти телефон,
узнать об устройстве и яркость. Яркости здесь предостаточно. На ярком солнце очень хорошо видно все. Ну и сверху показана цепь. Это то, что они связаны со смартфоном, и заряд аккумулятора в виде бочонка, а также день недели и месяц. Если сделать свайп слева направо, то попадаем в самое главное меню. Здесь у нас есть режим активности, режим пульса, уровень кислорода, текущее состояние, то есть данные за сегодня, информация о сне, секундомер и сообщения, а также настройки. Касательно сна, здесь у нас есть слежка за вашим сном, сколько вы спите, но когда вы проснулись, смарт-часы, зайдя в это меню, вам не покажут, сколько вы спали. Сейчас здесь по нулям, потому что последние пару ночей я в них уже не спал, а до этого я спал вместе с часами и сравнивал их со своими Mi Watch, поэтому есть что сказать вам. То есть, когда вы проснулись, нужно часам еще, чтобы вы с ними походили около полчаса, и только тогда они вам здесь покажут точное время вашего сна. Но это точное время по этим часам. Если сравнивать их с Mi Watch, то скажу, что разница есть. Как это выглядит? Вы только проснулись, начали ходить, посмотрели в этом меню, сколько вы поспали, будет написано там, например, 9 часов 20 минут. Вы думаете, что-то много. Спустя час вы смотрите, к примеру, ну или полчаса, и здесь уже показывает точно 8 часов 47 минут, к примеру. Беру эти смарт-часы, а эти точно всегда показывают, и здесь показано 8:31. Вот тут начинаешь понимать, что они здесь пытались определить, но не точно. То есть надеяться, что точно вам покажут до секунды и до минуты, нет, но все-таки показывают. В режиме секундомера мы можем запуск делать этой кнопкой. Происходит вот такой вот дизайн. Остановили, запустили и обнулили. Вернулись. Дальше в режиме текущего состояния нам показывают, сколько мы прошли по расстоянию, по шагам и по сожженным калориям. Далее возвращаемся в меню, измеряем пульс. В режиме пульса отображается вся детальная информация и постоянно мигает, теряет фокус, как только камера видит этот зеленый цвет, показывает эту информацию. Показывает самый высокий и самый низкий. Ну а если запускаем уровень измерения кислорода, то у нас уже загорается красным цветом, и он действительно меряет. Я мерял с оксиметром, устанавливал, замерял, и он показывает, сколько уровень кислорода. Причем сразу измеряет, вот сквозь перчатку он смог определить сейчас, измеряет сразу и будет мерять, пока вы его не отключите. То есть нету такого, что он замерил, отключился, как-то вас просигнализировал и все. Он меряет, меряет и меряет. То есть как бы для статистики в реальном времени он будет вам всегда показывать. При этом можно настроить, чтобы в приложении эта информация у вас отображалась, и время от времени он делал замер. Удобно, что пульс можно измерять круглосуточно, следить за вашим пульсом, чтобы вы в приложении могли наблюдать за своим здоровьем, сердцебиением. Во время тренировки это очень здорово, когда вы действительно тяжелые нагрузки, и здесь вся эта информация будет отображаться. И в режиме активности у нас 13 режимов: бег, пешком, велосипед, альпинизм, йога, скакалка, большой теннис, баскетбол, бейсбол, бадминтон, регби и настольный теннис, а также футбол. То есть эти все режимы здесь используют датчик движения, то есть акселерометр, измерение пульса, и благодаря этому можно понять, сколько я прошел. И если же вы используете такие режимы, как велотренажер или езда на велосипеде, а я тестировал здесь, то тогда используется GPS смартфона, потому что здесь встроенного GPS нет. Тогда поступает информация уже со смартфона о местоположении или сколько вы проехали, и в точности отображаться даже реальная скорость. В этих смарт-часах отсутствует встроенный микрофон и динамик, никаких отверстий нет, поэтому у них влагозащита 5 атмосфер. На глубину до 50 метров можно погружаться и не бояться, что с этими смарт-часами что-то случится. Когда вы получаете уведомление, то срабатывает мощная вибра. Зайдя в меню и сделав свайп слева направо, вы можете попасть в меню управления музыки. Любой музыкальный или видеоплеер, запущенный на смартфоне, синхронизируется, и вы можете запускать музыкальный трек, переключать, но вот громкость
не уменьшается. Плохо, что когда играет на смартфоне музыка, на главном экране нету быстрого доступа к музыкальному плееру. Нужно вот так делать свайп, и только тогда вы попадаете в меню управления музыки. Делаем еще раз свайп, меню погоды, показано, какая сейчас примерно по местоположению через смартфон погода в градусах. Здесь сколько я спал. Ну и дальше измерение кислорода, пульс и активность. И все. Также здесь можно менять watch face или дисплеи. Нажимаем и держим. После этого делаем свайп. Вот такой вот дисплей. То был 1, это 2, это 3, это 4. Вот этот забавный. 5. Всего 5 дисплеев, встроенных в смарт-часы. И через приложение можно еще установить другие. Давайте покажу вам этот забавный. Здесь анимация космонавта. И вся информация показана на экране в цифровом виде. И сколько шагов, и какой пульс, и сколько калорий, какой день недели. Правда, часы на меню на русском, когда вы подключаете к смартфону, становятся на русском. А вот дисплей здесь все изначально на английском и не меняется. Перейдя в настройки, можно увидеть, что есть меню выключения полностью смарт-часов, сброс на заводские, информация о смарт-часах, QR-код, чтобы скачать мобильное приложение, и больше ничего нет. Если вы перевели телефон в беззвучный режим и вдруг по какой-то причине забыли, где вы его в доме положили, или вдруг там где-то вы в одеяло закутался и забыли о том, что вы там лежали, тогда можно воспользоваться поиском телефона. Включаю, и даже в режиме без звука включается вот такая вот предустановленная мелодия. Чтобы мы могли отключить, включаем наш смартфон. Ничего здесь не показано, но браслет нашел устройство, вот здесь вот пишется. Приложение, которое работает со смарт-часами, это Glory Fit. Запускаем его, попадаем на домашнюю страницу. Здесь я уже авторизован. Показана у нас главная информация о пройденных шагах. В меню детально расписано, что я делал на протяжении дня по тренировкам. Если это обычная ходьба, то фиксируется просто ходьба, то есть я ничего не запускал, а просто вот они фиксируют, что у вас была ходьба, был бег, вот здесь вот отображается эта информация. И если посмотреть дальше, то фиксируется и время, и сколько по дистанции, и сожженных калорий, сколько у меня здесь все это затянуло. Шаги считает с преувеличением, приблизительно где-то на 500-600 шагов больше, то есть реагирует на любые тряски руки, особенно если вы едете на велосипеде. Вот так отображается информация о сне. Глубокий, легкий и когда вы примерно пробуждались. Эта информация тоже здесь отображается. Происходит запись как сердечного ритма, так и запись кислорода. Следит за вашим здоровьем постоянно. Переходим в этот режим, и здесь можно отследить, в какое время какой у меня был пульс. И в режиме покоя, и в максимальном режиме, и объясняет, что была за нагрузка. Спокойный режим, антистресс, сжигание жира и так далее. Если вы испытываете трудности со здоровьем, то можно использовать эти смарт-часы круглосуточно, наблюдая за уровнем кислорода в крови. Если вы нажимаете «Начать», то у нас начинается считывание, удаленно запуск произошли, и вы наблюдаете за своим здоровьем. Сегодня мы делали несколько раз замеры на руке, и вот видите 96, 96, 96, 98. А знаете почему 96? Потому что мерили, вот здесь вот лежали и мерили на поверхности. Ошибку не выдают, вот что плохо, но когда на руке показывают, еще раз сделаю акцент, точно. Переходим в режим спорт внизу. И здесь вот бег на свежем воздухе. Нажимаем Go. И происходит синхронизация. Только после полной синхронизации, спустя несколько минут, возможно, связь будет со спутником и так далее, произойдет запуск, и вы сможете начать бежать. То есть приложение будет запущено, при этом будет еще каждый раз вам говорить, сколько вы пробежали, сколько проехали и так далее. Вот, например, велоезда, то последний раз я с этими смарт-часами тестировал, 11 километров проехал. Если нажать на эту статистику, то показано, сколько я калорий сжег, какой мой маршрут был и сколько времени я пробыл в пути. В разделе «Устройства» происходят все настройки, включая активации будильника, реагирование от каких приложений присылать вам уведомления, режим «Не беспокоить», чтобы они не включались, например, с определенного времени, или полностью отключить во время езды за рулем, чтобы вас это не беспокоило. Оповещение
оповещение, чтобы вы подвигались, здесь тоже есть. Когда поступает звонок, вам вибрируют часы и отображается имя звонящего. А также можно обновить смарт-часы через меню обновления. Когда я их получил, то, нажав на кнопку «Обновить», здесь пришла прошивочка, скачалась и я установил. Устанавливалось, наверное, около минут 8, ребята. Но по Bluetooth это нормально. В режиме «Я» здесь настройка моих личных данных, мой вес, рост и дата рождения. Чтобы сменить экран удаленно, можно найти режим устройства, режим настройки часов, и здесь очень много дисплеев, которых нет в смарт-часах. И если вы хотите какой-то из этих дисплеев установить, то вы сможете его загрузить. Как это происходит? Ну, к примеру, хочу вот такие вот цветы. Нажимаю «Сохранить». Происходит сначала загрузка и синхронизация. Очень долгая синхронизация, но вот этих 5 секунд, что я вам покажу, вам хватит понять, что это будет очень долго. Прошло 15 секунд, а я еще только на половине. Вес этих экранов небольшой, 318 килобайт, 81 тысяча загрузок, но до сих пор еще не передалось. После того, как загрузится, будет отображаться на экране. Также можно создать свою собственную картинку, на которых будет отображаться время. Watch Face установлен, дисплей засветился. Ну а если зайдем в раздел «Кастомизация», то здесь выбираем эти часы. За пример выбираем фон изображения, любое фото, делаю снимок, подтверждаю, соглашаюсь, вот так вот, обрезать. Далее выбираю фон, чтобы хорошо было видны время. Ну, давайте белым и оставим. И нажимаю «Сохранить». Начинается синхронизация, то есть появился стандартный тот дисплей, который мы изменяем, но теперь после синхронизации рулетка окажется здесь. Так можно поставить фото любимого человека или же какой-то просто хоть каждый день менять любой вид на экране и поднимает вам ваше настроение. Друзья, думаю, вам этот обзор был максимально понятен, простым, хоть и кому-то кажется, что это все очень детально, но это я сам люблю, чтобы перед покупкой вы знали все об этих смарт-часах. Рекомендую часы для тех, кто хочет либо найти что-то такое надежное, недорогое, неубиваемое, скажем так, и все, чтобы эти смарт-часы умели, надежные, долго держат, удобны в эксплуатации, подключил кабель для зарядки и заряжается. Цена оптимальная, с купонами будет еще ниже, и рекомендую однозначно на подарок их, чтобы кому-то сделать классный подарок. Хотите мужчине, очень стильный дизайн, толщина небольшая, мои точно такие же по толщине. Если же хотите из девочек сделать кому-то подарок, то вот эти C5, Cubot C5, очень модель тоже классная. Еще раз покажу, пока синхронизация дисплея происходит. Посмотрите, какие часики. И еще и в комплекте сменный ремешок. Осталось несколько секунд, и у нас происходит синхронизация. И вуаля! Смотрите. Во, отлично. Здорово. Ну, на этой нотке, думаю, будем прощаться. Всем спасибо, ссылка есть в описании. Ставьте лайк за труды. Пока.